В каждую войну противоборствующие стороны искали чудо-оружие, которое позволит победить противника. В войне с Россией таким оружием какое-то время считали Хаймарс. И действительно, их появление довольно сильно повлияло на ход боевых действий, а украинские успехи на фронтах во многом связаны именно с работой этих систем. Хаймарс – это сокращение от High Mobility Artillery Rocket System. Официальное название М142 HIMARS, но большинство обычно называет его просто HIMARS. Эта система является частью семейства артиллерийских систем МЛРС реактивных систем залпового огня, в которое входят пусковые установки серии М270 на гусеничном шасси с двумя блоками ракет, более проходимая, но менее мобильная. HIMARS – это более новая система, разработанная в конце 1990-х годов и развернута США в Ираке в сентябре 2005 года. Хаймарс представляет собой легкобронированную колесную машину для 3 человек, основанную на полноприводном 5-тонном грузовике с колесной формулой 6х6, весом примерно 8 тонн и может транспортироваться в самолетах Си-130, Си-5 и Си-17, что дает ему большую возможность для развертывания, чем более тяжелые системы серии М270, которые могут развертываться только с помощью Си-5 и Си-17. Хаймарс обладает очень хорошими внедорожными способностями и, как правило, считается надежным транспортным средством с точки зрения обслуживания его пользователями. Он имеет запас хода 480 км на полном баке дизельного топлива и максимальную скорость 85 км в час. Хаймарс имеет пусковую установку, которая способна поворачиваться на 360 градусов, является самозарядной и может использовать несколько типов боеприпасов. Первоначально Хаймарс мог запускать ракеты М26 МЛРС на расстояние до 45 км, но этот боеприпас был постепенно снят с вооружения США и больше не используется. В настоящее время используют два боеприпаса – управляемая ракета увеличенной дальности GMLRS и ATACMS. GMLRS – это управляемая по GPS ракета с дальностью полета 70 км и точностью 1 метр до цели. Эта ракета находится в так называемой упаковке по 6. Это автономный стеллаж из 6 ракет. В Хаймарс можно загрузить одну упаковку с 6 ракетами, и они могут стрелять по отдельности или группами по 3 или 6. Боеприпас официально называется серией М30, М31 и имеет несколько модификаций. Наиболее распространены М30А1 и А2. В А1 используются предварительно сформированные вольфрамовые шарики для поражения больших площадей с скоплением противника и бронированной техники. Данные снаряды безопасны в случае, если они не сработают, что хорошо себя показало в Ираке. Версия А2 использует обычную осколочно-фугасную боеголовку, но также имеет многорежимный взрыватель, который позволяет производить взрыв в воздухе или заставляет боеголовку активироваться на высоте 15-20 метров над землей и осыпать землю осколками. Эти типы обычно используют против более легких целей, таких как скопление войск, объекты ПВО, подразделения штаба, склады снабжения и боеприпасов или объекты связи, где цель не защищена от осколков. Она также очень эффективна против других артиллерийских установок, и это было одной из первоначальных причин, по которой РСЗО М270 было разработано еще в конце 80-х годов. Серия М31, как правило, используется против укрепленных целей, таких как бункеры или, как неоднократно продемонстрировано в Украине, мосты. Другой боеприпас – это ATACMS или армейская тактическая ракетная система. Это ракета класса Земля-Земля гораздо большей дальности – до 300 км. В отличие от Хаймарс, она может запускать одновременно только одну ракету, но она имеет гораздо большую дальность и гораздо большую боеголовку. Было разработано 5 различных типов боеголовки, но М39 и М38А1 больше не существуют на вооружении. М48 и М57 оснащены GPS-наведением и 500-фунтовой боеголовкой. М57Е имеет осколочно-фугасную боеголовку, позволяющую производить взрывы в воздухе. На данный момент ракеты АТАКМС в Украину не поставлялись. Во время российского вторжения в Украину система Хаймарс оказалась критически важной для украинских вооруженных сил
и позволило им вызвать серьезный сбой в российских системах снабжения, критической инфраструктуре, особенно мостах, штабах и различных концентрациях артиллерии и войск. Дальность действия и точность позволили Украине создать серьезные проблемы для российской системы тылового обеспечения и сыграли ключевую роль в Херсонском наступлении, так как были выведены из строя все довоенные мосты, контролируемые русскими на реке Днепр, и не позволили им наведению регулярных понтонных мостов. Хаймарс успешно атаковал многочисленные склады боеприпасов, и это сыграло решающую роль в устранении преимущества российской артиллерии в нескольких районах операции. Российские военные не смогли эффективно противостоять этой системе, несмотря на несколько различных попыток. Высокая мобильность и скорость системы позволяют быстро перемещаться, а в сочетании с дальностью действия ракет делает практически невозможным ответный огонь российской артиллерии или ракет. Украинская ПВО смогла защитить их нападения с воздуха, а украинцы успешно использовали макеты и ложные цели, чтобы отвлечь российские атаки от реальных систем. Украинцы дополнительно задержали несколько шпионов или разведчиков, направленных на поиск этих систем и сообщений об их местонахождении. Таким образом, на сегодняшний день россияне так и не смогли уничтожить ни одной установки «Хаймарс». Тем не менее, россияне сумели приспособиться к наличию подобного оружия у Украины. Зная дальность поражения ракет, они отвели логистические центры в безопасную зону. Да, это повлекло к серьезному увеличению времени снабжения фронта, и как следствие российские войска уже не могут выпускать прежнее количество снарядов, но зато их склады перестали взрываться. Это все показывает, что не существует чудо-оружия, и на все системы со временем находятся решения по противодействию. Тем не менее, наличие у Украины «Хаймарс» сильно повлияло на ход боевых действий, и это один из важных факторов, который ведет украинскую армию к победе. Но теперь, когда россияне реорганизовали систему логистики, Украине крайне нужны более дальнобойные системы для скорейшего вытеснения оккупантов с территории страны. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, подписке, комментариям адекватным. Также благодарю всех, кто поддерживает канал финансово.